Сегодняшнее видео о вещах, которые не видно на сцене и не пишут в фан-карточках. Мы покажем вам айдолов, чьи шрамы – это не просто следы, а настоящие истории, спрятанные за улыбками. Каждый из них получил их по-разному. Кто-то в детстве во время игры, кто-то из-за несчастного случая, а один артист пережил настоящее чудо после аварии, когда врачи не верили, что он выживет. Эти шрамы не делают их слабее, наоборот, именно они напоминают, что за идеальным образом всегда стоит живой человек. Оставайтесь с нами до конца. Ведь впереди истории, которые покажут, насколько сильными могут быть даже самые нежные лица к поп. Юнхо из TVXQ. С детства знал, что такое борьба. Когда ему было всего 2 года, он упал с крыши собственного дома. Удар был настолько сильным, что ребенок потерял много крови, а на щеке остался шрам, который не исчез даже спустя годы. Позже, в школьные годы, на него упала тяжелая книжная полка, и на лбу появился еще один след. Казалось бы, судьба уже оставила свой отпечаток, но позже Юнхо пришлось столкнуться с новым испытанием. У него обнаружили опухоль на голосовых связках. После операции на шее остался тонкий, заметный шрам. Он мог потерять голос, но не сдался. Вернувшись на сцену, Юнхо стал символом стойкости и силы духа. Его шрамы – не напоминание о боли, а доказательство того, что даже падения могут стать началом чего-то нового. История Кюхёна и Супер Джуниор. Одна из самых драматичных в корейской индустрии. В 2007 году группа попала в страшную автокатастрофу. Кюхён пострадал сильнее всех – переломы, пробитые ребра, поврежденные легкие, глубокие царапины на лице и теле. Врачи не верили, что он выживет. Его шансы оценивали в считанные проценты. Он долго находился без сознания. Но он выжил. Прошел через месяцы боли, лечения, страха и тишины. Когда он впервые снова запел, этот момент стал символом надежды для тысяч людей. Его шрамы – следы того, что жизнь можно вернуть даже из самых темных мест. Кей из Шайни. Всегда выделялся ярким стилем, но один штрих на его лице имеет свою историю. В детстве на него упало тяжелое комнатное растение. Кусок керамического горшка рассек кожу у брови. Кровь шла сильно, и ему советовали зашить рану. Но Кей решил иначе. Он отказался от операции, сказав, что шрам придает ему характер. С тех пор этот тонкий след стал частью его образа. Он не скрывает его, потому что считает, что внешность должна отражать личность, а не быть безупречной маской. Этот шрам стал символом уверенности и самопринятия. Джо Квон из 2AM. Часто вспоминает свое трудное детство с улыбкой. Когда он был ребенком, соседи дразнили его Гарри Поттером из-за заметного шрама на лбу. Все началось, когда он упал с качелей и ударился головой о гвоздь. Удар был настолько сильным, что остался след, который с ним до сих пор. Позже, по его собственным словам, судьба добавила еще пару отметин на том же месте. Он шутит, что лоб стал картой его приключений. Несмотря на это, он вырос в человека, который никогда не теряет улыбку и не боится рассказывать о своем прошлом. Его шрам стал не недостатком, а знаком того, что испытание можно пройти с достоинством. Чингук из BTS. У Чингука тоже есть шрам, но за ним скрывается совсем простая, по-домашнему теплая история. В детстве он поссорился с братом, они не могли поделить компьютер. Ссора переросла в драку, и в один момент он ударился щекой. Так на его лице остался небольшой след. Сейчас, когда его видят миллионы людей по всему миру, этот крошечный шрам делает его образ человечным. Он напоминает,
что даже кумиры мирового масштаба когда-то просто ссорились с братом из-за игрушки. Сихун из EXO. Один из тех айдолов, чей образ кажется безупречным. Но внимательные фанаты замечают едва заметный шрам на правой щеке. О его происхождении практически ничего не известно. Сам Сихун никогда подробно не рассказывал, как он появился. По одной версии, он получил его в детстве, когда упал во время игры. Этот маленький след стал частью его образа, как будто судьба оставила легкую отметину на идеально ровной коже. И, возможно, именно эта несовершенность делает его внешность живой и настоящей. Тайон из NCT. Когда Тайон был ребенком, он страдал от тяжелой формы атопии, болезни, вызывающей сильный зуд кожи. Из-за постоянных расчесов на лице остался небольшой шрам под правым глазом. Казалось бы, это мелкая деталь, но именно она сделала его внешность еще более запоминающейся. Поклонники NCT называют этот след розой, потому что по форме он напоминает лепесток цветка. Для фанатов он стал символом нежности и уникальности Тайона, человека, на лице которого даже шрам выглядит как произведение искусства. Каждая из этих историй не просто о боли. Это истории преодоления, силы и любви к жизни. Эти шрамы не изъяны. Это метки, которые рассказывают, что даже самые яркие звезды падали, но всегда поднимались снова. За блеском сценических огней всегда есть люди, те, кто учился улыбаться, несмотря на все, через что прошел. И, может быть, именно поэтому мы любим их еще больше, не за идеальность, а за человечность. А теперь вопрос к вам. Какой ваш любимый айдол и есть ли у него шрамы, о которых вы знаете? Напишите в комментариях, давайте обсудим истории, которые делают наших кумиров еще более живыми и настоящими. Спасибо, что были с нами до конца. Если вам понравилось это видео, поддержите канал лайком и подпиской. Это помогает нам создавать еще больше интересного контента о любимых звездах.